Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Слоеную выпечку многие любят, но не все хотят долго работать со слоеным тестом. Этот рецепт из разряда более быстрых. Получается вкусно, аппетитно. Пирожки готовятся из самых доступных продуктов. Давайте скорее приготовим, а пока не забудьте сразу проверить свою подписку на наш канал, а также нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Холодное молоко, здесь 215 грамм, выливаем 140 граммов кипятка. Таким образом у нас получается теплая среда для теста. И следом 70 граммов растительного масла. Чуть позже объясню, почему граммы. Добавляем по 5 граммов соли и сахара. В описании к этому видео есть также все ингредиенты в ложках и стаканах рядом с точными граммами. Размешали. Всыпаем примерно четвертую часть подготовленной муки и на нее высыпаем дрожжи. Вы всегда спрашиваете, какими пользуюсь дрожжами, это не реклама. Вот такой пакет рассчитан от 500 до 1000 грамм муки. Есть такие же дрожжи по 7 грамм в упаковке, также на 500 граммов муки. Поэтому перед применением всегда читайте инструкцию. Внизу для вас расписала также все возможные варианты использования дрожжей. Дрожжи инстантные, быстродействующие, их можно сразу смешивать с мукой. Другие же советую разводить до растворения в теплой воде. Что касается граммов, я и жидкость тоже взвешиваю на весах. Так точнее повторить рецепт, но ложки и стаканы не всегда могут быть одинаковые и точные по объему. В этом случае более внимательно смотрите на само тесто, которое я показываю вам на видео. Именно его структура важна. Постепенно уже подсыпаем муку, доводя тесто до мягкой, но при этом не липкой однородной структуры. Всегда отмеряю все количество муки для рецепта, но не вмешиваю все сразу. Вот и в этот раз муки ушло не 550, а 530. В данном случае вижу по тесту, что уже достаточно. Оно не расплывается, держит форму, при этом очень мягкое и однородное. Небольшим количеством масла смазываем емкость для теста, оставляем его теперь для брожения в тепле. В зависимости от температуры брожения может уйти 40-60 минут. Я оставляла ровно на час. Теперь тесто совсем слегка присыпаем мукой. Тщательно обомнем. Важно выдавить скопление газов внутри. Разделим тесто на 16 одинаковых кусочков. Для более эстетического вида можно использовать весы. Так каждый кусочек будет равен 60 грамм. Обязательный этап – это формирование ровных округлых кусочков. И, конечно, отдых теста 10-15 минут после. Таким образом, оно не будет стягиваться при раскатке. Пока кусочки теста, так сказать, отдыхают, займемся начинкой. Это может быть все, что вашей душе угодно. Обычно, конечно, начинка не сладкая. В нашем варианте белый сыр. Похож на фету или брынзу. Соль в него добавлять не нужно, так как он соленый, рассольный. Добавим просто немного зелени любой и перемешаем. Начинка готова. Заранее подготовим два масла, их нужно смешать один к одному. Это сливочное растопленное масло и растительное масло. Использую подсолнечное. По 100 граммов каждого. Начнем делать слоеные пирожки. Тесто очень податливое, мягкое, поэтому при раскатке не жалейте муки. Лишнее лучше потом убрать. Присыпаем немного, раскатаем. А дальше аккуратно растягиваем руками. Чем тоньше, тем более слоистым получится пирожок. Края также делаем тонкие.
если вы растягиваете руками. Один пласт теста в сторону, второй также растянем. Раскатали второй кусочек теста тонко. Смесью масел смазываем всю поверхность. Можно воспользоваться, конечно, кистью, но это не очень удобно, тесто тонкое и может задираться. Накладываем второй лист теста, который также смазываем. Складываем. Смазываем сухую поверхность. Еще раз вот таким образом завернем и смажем. Середину немного начинки, а центр освобождаем. В нем зафиксируем уголки квадрата. Пройдемся пальцами по швам. И вот такая форма пирожка получается. Немного раскатали, а дальше тесто податливое, можно растянуть руками. Чем тоньше, тем будут более хрустящими пирожки. Если растягиваете руками, то края лучше еще пройтись скалкой, чтобы они были тоже тонкие. Теперь этот тонкий пласт теста мы смазываем смесью масел. Поверх смазанного теста укладываем второй кусочек раскатанного тонкого теста. И его также смазываем. Далее заворачиваем, смазываем сухую поверхность. Получается квадрат, в центр которого кладем начинку. Освобождаем середину и в нее заворачиваем углы квадрата. Прямо надавливая. Пройдемся по швам и надавим на них пальцами. Раскладываем пирожки на противень с пергаментной бумагой, оставляем на 10-15 минут для расстойки. Сразу же смазывая поверхность желтком с чайной ложкой молока. Выпекаем слоеные пирожки, их называют бюрек или бурекасы, в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов до золотистого цвета. Смотрите, какие аппетитные! Времени ушло 35 минут. Ну а что получилось, смотрите сами. Хруст потрясающий, внутри мягкое слоистое тесто и начинка сочная. По весу один пирожок около 160-170 грамм. Правда аппетитные? Тогда не забывайте ставить нравится, делиться этим рецептом с друзьями, оставлять комментарии. Все это помогает в развитии нашего канала, за что вам особая благодарность. Прощаюсь с вами ненадолго, до нового видео, а оно совсем уже скоро, пока!